Всем приветик на этом чатике. В общем, мы приехали на фотомарафон вместе с Сашей, который проходит в Стамбуле. Мы уже тут второй раз. В прошлый раз мы были в прошлом году. Не выиграли, к сожалению, не заняли никакое место. А еще тут постоянно играют барабанщики, и нас это уже немного задолбало. Вот, включусь чуть-чуть попозже. Суть марафона в том, что все фотографы собираются в одном месте. В 12 часов, уже сейчас не 12, а чуть больше, озвучивают первую тему. И у вас есть 3 часа, чтобы сделать кадр на эту тему. На самом деле я тут чуть-чуть оговорилась, потому что на каждой станции нам говорили 3 темы, и за 3 часа нужно сделать 3 фотографии. Итого не 3 фотографии, а 9 фотографий нужно загрузить и отправить на рассмотрение для судей. Вот. Немножечко отвлека, с кем не бывает. Говорите, что вы можете сказать про этот марафон? Вам понравилось в прошлом году? Мне понравилось быть с тобой. Ой, как это мило. Да. Было мило ходить и фотографировать. Что еще скажешь? Какие темы, думаешь, будут в этом году? Не знаю, какие темы. Могу сказать только, что меня барабанщики раздражают сильно. Да, я это тоже сказала. И люди некоторые. Что мне нужно еще рассказать зрителям? А зрители это я, ты, родители. И мама. Привет твоей маме. Да, привет. Привет, гордись, я фоткаю на марафоне. Ну что, нам объявили темы. Первая тема у нас, я забыла, о жизни. Вторая – суета и бег. И третья тема – счастье. Достаточно обширно. Ты что скажешь? Что-нибудь найдем? Да, что-то найдем, просто на самом деле не прям прикольная тема. От счастья окей, а жизни, может быть. А вот суета, опять же суета, тут везде суета, это Стамбул. Стамбул – это одна сплошная суета, как мне кажется. В общем, идем в поисках хороших кадров. Одно из самых популярных мест в Стамбуле с пахлавой, с традиционными сладостями, с лукумами. Вот такая вот очень вкусная. И вот такая зеленая с фисташкой тоже бомба. Турецкий базар, египетский рынок. Здесь в основном продается еда, сыры местные, чаи, приправы, оливочки, конечно же. Оливки, кстати, очень люблю, особенно черные. Зеленые не очень, они кисловатые. Вы посмотрите, засушили. И из них, кстати, потом делают долму. Фаршируют мясом с рисом и делают долму. Так, мы еще в поисках кадров. Нам кажется, один у нас уже точно есть. В каких-то вообще ебенях. Вот, что-то мы уже поймали. Вот, но в поисках еще одного. И может что-то еще круче найдем. Вот, здесь почему-то везде висят жилетки, куртки. Не знаю, их продают. Что это значит? Наверное, да. Уже скоро будет вторая станция. Мы пытаемся сфоткать девочку позади меня, потому что она с мороженым. И выглядит по тематике нашего задания для фотографии. Надеюсь, получится. Я стою и прикрываю Саню. Так, у нас перекус. Взяли подкрепиться сэндвич в местной кафешечке. Перекус таксиста чек. Чаек у Саши горячий шоколад и мое домашнее лимонное печенье. Кому нужен рецепт, скину в директ, напишите. Вот. Будем сейчас... Каштанчики жарят. Кстати, каштаны мне не нравятся. Они на вкус как сладкая картошка. Здесь варится кукурузка и жарят еще на углях. Вот это, конечно, очень вкусно. Так, что, мы на второй точке. Сказали новые темы. Люди и кошки тема, тротуары и контраст. Поэтому... И как раз солнце зашло. Да. Контрасты разные бывают. Кстати, это все фотографы. И все сейчас разбредутся по Стамбулу искать на эту тему фотографии. Как вы думаете, люди и кошки будет легко в Стамбуле найти, потому что в Стамбуле много кошек. Так, мы ищем котиков, людей, тротуары и контраст. Такие домики желтенькие, красивые.
Люблю, кстати, этот район. Это около Галатской башни. Тут, конечно, все очень холмисто, и придется по вот таким огромным лестницам подниматься. Но зато здесь очень контрастно. Очень много винтажных магазинов сумок, мебели, какой-то вот местных производителей, всякие штучки. Вот пальма, например, растет. Вот еще, например, самодельные всякие штучки из глины, обереги, дервиши. Это такие национальные турки-танцоры. Они крутятся вот в таких юбках, длинных платьях. А вот маленький котик. Вот он красивенький пошел. Красиво. Мне такое нравится, но мне некуда это девать, поэтому не покупаю. О май гад, здесь тоже очень красивые. Котечки тоже хотят отдыхать. Осень уже похолодала. Здесь пьют кофеечек. Здесь спит котечка маленькая. За что я люблю Стамбул? Так это за контрасты. Вот, пожалуйста. Саша там что-то нашел интересное. А по соседству очень ярко, весело, вкусно пахнет фруктиками. Инжир, кстати, уже и хурма пошли, и клубничка, конечно же. Еще немного, к слову, о контрастах стамбульских. Что-то там вообще разрушенное, но здесь вообще новопостроенное, такое современное, что-то лофтовое. Саша. Здесь вообще продают всякие печеньки в таком красиво заросшем месте. Здесь какие-то скульптуры, а там что-то для животных, я так понимаю. Кисок. Кисок, привет. Ой, нюх. Красивый мальчик, не бойся. А в таких домиках я всегда задаюсь вопросом, вот вы понимаете, да, ширина дома, вот окно и вот стена. Где кровать? То есть кровать, возможно, стоит прямо сюда, но зато они очень яркие и помещаются на маленьких участках. Зашли на какую-то улочку, и здесь много ярких домиков. Саша, как всегда, видит красоту. Ну, я тоже, но не фоткаю. Теперь просто снимаю. Красиво. Еще мне нравится, что даже на таких маленьких площадях всегда турки пытаются озеленить, цветочки, чтобы всегда были, то есть на окнах, горшки около входных групп. Хотя здесь, по сути, вообще нигде нечего посадить, потому что здесь нет даже земли, и все в таких горшочках. Зато какая красота! Кошачье общежитие. Привет, кисулечка. Иди, не бойся, малышук. Иди. Ой, боится. Глаза такие красивые. Посмотрите, у них тут вообще и лежит вон кошенька в лежаночке. Здесь у них еда, водичка, куча комнат. Что за милота? Как турки ухаживают за кошечками? Кушает. Стоим на вот таком перекрестке. Там вниз дорога. Здесь более ровная, здесь вверх. Посмотрите, как красиво. И везде что-то яркое, интересненькое. Это кафешечки яркие. Как их называют? Самокаты электрические, мопеды, вот. Вот так вот. Посмотрите, какой толстячок. Да у тебя бочки толстенькие, кисулик. Ой. Смотри, повыходили. Ой. Сразу пришли все котики. Все котики бегут. Чего? У меня ничего нету. Ничего нету из еды, правда. Да вы все тут отъевшиеся бочки. Ну как тебе? Мне что? Наша марафонная прогулка. Что Да, можешь в целом- сказать? В целом, мне нравится, только ножки чуть-чуть устали. А второй момент, ну как-то, не знаю, какие-то темы прям мне нравятся, а какие-то прям Не в сердечко. не сердечко. Ну, здесь пошли.
Пойдем вот здесь смотреть. Есть вот Всякие. слишком, вот, типа, коты и люди, мне кажется, слишком Банально? банальное, типа, и из-за этого, типа, сложно, типа, тему найти эту неизбитую. Мы вышли на одну из самых популярных и людных улиц в Стамбуле, на улицу Истикляль. Вот. Но мы такое не любим. Мы любим по закоулочкам, где почти нет людей. Вот. Идем в одно место наше секретное, где есть недорогие хот-доги и мало людей. Что я могу посоветовать на Истикляль, это обязательно смотреть наверх, потому что здесь может быть вот такая красота с витражами. И заходить во всякие проулочки, потому что, я чуть дальше покажу, можно свернуть в проулочек и нечаянно обнаружить невероятно красивую церковь или какой-нибудь древний храм или мечеть или какое-нибудь миленькое кафе. Поэтому сворачивать с каких-то главных улиц это просто must-have нашей семьи, иначе ничего интересного не найдешь. Инфосотка. Например, вот вы вот так можете идти, увидеть что-то интересненькое, какую-то дверь. Да, тут очень-очень людно. Вот если она открыта, значит можно входить и просто зайти и увидеть невероятно красивую церковь. Это, по-моему, армянская церковь. Здесь очень красивый дворик закрытый. Туда можно зайти. Там вроде бы есть небольшой орган. Вот. В общем, советую всем заходить во всякие открытые двери, потому что это очень-очень приятно. И тут, видите, сразу мало людей, потому что никто не знает, что здесь что-то находится. Так, ну какие-то кадры мы поймали. Сейчас тут, кстати, вам покажу Галатскую башню. А вот она. Ну, не буду туда выходить, потому что нам вот туда. Мы идем за хот-дошкой подкрепиться. Ну и найти здесь какие-нибудь еще красивые кадры. Поймали котиков. Здесь, кстати, на этой улице очень много винтажных магазинов. Особенно вот здесь очень много футбольной тематики винтажной. Всяких там футболочек, лонгсливов. Вот. И еще всякое для мебели. Тут есть интерьерное, скажем так, декор. Тут, мне кажется, от яркости можно отслепнуть. Но здесь столько всяких разных штук. Было бы у меня много денег, я бы покупала и не знаю, что бы с этим делала. А вообще, мне кажется, нечестно, потому что очень многие мужчины недобросовестные с этого марафона видят, что Саша что-то фоткает и начинают делать то же самое, вообще не стесняясь, садятся сзади и тоже фотографируют. Поэтому я таких презираю и не люблю. Вот. Минус лайк, дизлайк. Саша фоткает. А мы ни за кем не повторяем, потому что мы молодцы, мы ищем свой кадр, а я вам сейчас покажу Галатскую башню, смотрите. Ра-та-та-там. Ничего не видно. Так, Как думаете? Мне нравится, красиво. Это сайдвол будет? ну да, Куда мы идем? Расскажешь? сюда. Расскажешь? За кофе и едой. Но я смотрю, там никого нет. Они будут нам его делать? Будут. Идем за хот-догом. Так, вот тут себе хот-дошки заказали. Вот такие с сосисочкой. А здесь сам себе делаешь кофеечек. Оплачиваешь и здесь просто тыкаешь и делаешь. Вот Сашеньке латте вроде бы... А нет, еще не готов. А я буду flat white. А вот и Галатская башенка. Перекусили мы художкой, маленький ребеночек. И идем на следующую, третью точку марафона нашего фотографийного. Вот, будем узнавать новые темы. Здесь, кстати, ресторан Солт Бае, вот этого мужичка, который солит стейки своей рукой, знаменитой. Да, около Галатской башни всегда людно. Здесь любят кушать Сан-Себастьян. Мягкий вкусный чизкейк с шоколадом. Вот, все его едят. И там тоже. И фотографируют, и снимают. Красота неописуемая. И Сашенька мой, самый красивый мальчик в мире.
пришли на третью точку. Здесь люди сидят и смотрят на красивейший закат. Прям туча такая, и там видно солнышко. Красиво, и мечетики видно. Это мы такие красивенькие на фоне заката. Мне кажется, на фоне здесь красиво. В общем, мы ждем третий этап. Нафоткались. 3 минуты вроде. Через 3 минуты нам скажут новые темы и пойдем искать кадры дальше. Так, пока Саша меняет объектив, мы услышали 3 новые темы. Борьба, ритм и удиви меня. Не знаю, что сфоткать на ритм и что сфоткать на удиви меня, но Саша... На ритм понятно, а вот на удиви меня... Удиви это... меня, Саша предлагал сфоткаться голышком. Но они точно удивятся. Согласна, они точно удивятся, если мы сфоткаемся голышком. Все, идем искать дальше. Так, мы пришли в Галата-Порт. Это, кстати, музей современного искусства в Стамбуле. Мы тут были, нам очень понравилось. Смотрите, только что горело. Мы уже прошли 16 тысяч шагов и почти 12 километров. Вот, кстати, здесь очень прикольное местечко. Сейчас я вам выйду и покажу большой круизный лайнер, на котором привозят кучу туристов с разных стран. Галата-Порт — это вообще такой торговый центр уличный, у которого есть причал, к которому могут пришвартовываться круизные лайнеры. Посмотрите, какой здоровый. Вот, а здесь куча магазинов, ресторанов, кафе. Вот, здесь, получается, привозят, высаживают туристов, и они здесь гуляют, скупляются, шопятся. Что еще рассказать? Фортуна. О, Фортуна, это хорошо. Боже, какой он здоровый. Прикиньте, шлюпочки на нем вон есть. Вот, и здесь, когда лайнера нет, вот этот забор опускается, и здесь полностью открытая набережная без забора. Вот такой вот он здоровый. Вот. Но это музей я вам уже показывала. Так, а мы идем дальше искать кадры для ритма. Гадайте, что делает Саша. Фоткает ритм. Мы тут ходим, ищем всякое интересное. Прикольно, да? Прямо вот так на улице эскалаторы можно ходить. Тут тебе магазины, Skechers, там айфоны, там Zara, мультибрендовые. А здесь еще можно погулять. Вот, кстати, набережная. Вот этот забор, который вот так стоит, там вот где кораблик, в общем-то. А здесь вот его опустили, потому что здесь никого нет. И здесь просто сейчас яхты и просто наикрасивейший Стамбул видно, ночной. Hello, еще раз. Мы устали. Да, Целый честно, день думали. Мозг нам съедает вот это все темы. Особенно удиви меня. Кто придумал когда тему? говорят, типа, ну засмейся, и ты не можешь засмеяться, а здесь удиви. И ты не можешь У меня удивить. единственное из удивлений — это типа голым сфоткаться. Я думаю, они удивятся. Но мы попытались как могли. Может быть, потом вам покажем. Вот, мы устали очень, целый день ходили, очень много находили шагов в километрах. Вот, очень много думали, искали. И очень устают глаза, потому что постоянно ищешь что-то подходящее под твою тематику. То Вот. котов, то еще что-нибудь. Да, то котиков, то людей, то какие-то события, еще что-то. А сейчас идем пешочком вдоль набережной на паром отправляться домой. Ну, не домой, мы сначала на пароме доплывем до Кадыкёя района, это до азиатской части Стамбула, а потом сядем на метро и часик будем ехать до дома. А потом от метро еще на автобусе, но это уже совсем другая история. Спасибо, что были с нами, кто это смотрел, наши друзьяшки, родители. Да, мы сами. И мы сами. Вам привет всем передаем. Все, спокойной ночи, пока.